Всем привет! Сегодня я продолжу разговор про горячую воду на природе. Я уже рассказывал про теплообменник и как он у меня установлен. Но иметь теплообменник в машине недостаточно для того, чтобы в походе была горячая вода. Нужна еще автоматика для подключения насоса и, конечно, желательно система термостатирования. Об этом поподробнее. Вот такой узел термостатирования встроен у меня в контур теплообменника. С этой стороны подается холодная вода, она подается в теплообменник, проходит через него, выходит горячая. В этом узле она смешивается с холодной и с горячей водой, и выходит вода температурой, которая указана на колесе. В данном случае 42 градуса – это наиболее оптимальная температура для горячей воды. Сделал я на быстросъемных соединениях, как и везде, чтобы не париться, и можно было достаточно быстро взять и установить его на теплообменник и не таскать с собой постоянно. Вот таким образом он устанавливается. Шланги подключаются, соответственно, один снизу и один сбоку. И все, можно считать систему установленной. Систему термостатирования я установил сразу после теплообменника для того, чтобы избежать необходимости использовать высокотемпературные шланги. Как вы видите, все подключения у меня осуществляются обычными садовыми шлангами, которые не рассчитаны на высокую температуру. А 42 градуса – это не такая высокая температура, поэтому они совершенно спокойно справляются с этой задачей. Пришел я к этому решению как раз после того, как у меня разорвало шланг от кипятка, который выходил из-под капота, и практически ошпарило мне ноги. Я решил, что пора что-то делать. И сначала сделал электронный термостат. Здесь установлен датчик температуры, соответственно, это выходной канал. С одной стороны горячая, холодная. И небольшой набор мозгов, сделанный на одном микроконтроллере. Выполнен он вот в таком навесном монтаже. Думал, что переделаю под нормальное, но, как вы знаете, нет ничего более постоянного, чем что-то временное. Вот. Такая система проработала достаточно успешно. Я мог даже на компьютере отслеживать графики температур, но необходимость подключать в бортовую сеть и не особо надежный механизм исполнительный, он привел меня все-таки к мысли, что нужно поставить стандартный механический термостат, который, собственно говоря, я и поставил. Основной системой, которая питает весь наш лагерь, является вот этот вот инвертор на 1 киловатт. Он, конечно, не синусоидальный, но за свои деньги он отрабатывает. Основным недостатком этого инвертора является то, что, будучи подключенным к аккумулятору и включенным, он потребляет 18 ватт мощности. То есть даже если у вас насос не работает, ничего не подключено, то 18 ватт у вас из аккумулятора вытягивается. И он в конце концов сядет, не произведя никакой полезной работы. Поэтому насос подключен к инвертору через реле давления, но и сам инвертор подключен к реле давления. То есть когда срабатывает реле, он автоматически включается. А когда реле выключено, он находится в режиме ожидания и не потребляет никакой мощности. Реле давления самое обычное механическое, с двумя контактными группами. Одна замыкает 220, другая включает инвертор. Вот.